Задаю мужу каверзные вопросы. 3 раза изменить мне или 1 раз я тебе? 3 раза я тебе. Жесть. Провести месяц без меня или без телефона? Без тебя. Есть, а что мне брать на камеру? Отсидел бы 5 лет или я 1 год? Ты 1 год. Со мной или тебе дадут 100 миллионов, но меня рядом не будет? 100 миллионов. Вообще ужас какой-то. Не, ну ты же ненадолго, тебя рядом не будет. Меня вообще не будет Я рядом. потом я бы за 100 лямов порешал бы этот вопрос. Ты бы была рядом потом. Ты уверен, да, что Ну я рядом? да. Жесть. Последний вопрос. Спасти жизнь мне или себе? Макс, подумай, прежде чем сказать. Вот подумай. Мы сейчас видео закончим, нам еще с тобой жить, общаться. Спаси жизнь себе или тебе? Да. Тебе, конечно. Вообще На не меня верю. смотришь. Ищу другого мужа. И это как раз таки может быть не шутка. Я имею в виду законцовочку. Ищу другого мужа. Легко. Шутки шутками, а потом неожиданно обнаружит переписочку, неожиданные задержки на работе, да у меня там отчеты, да меня там непонятно кто подвез. И там какой-то бой тип, на котором она уже либо в машине будет прыгать, либо в гостинице будет на ком-то прыгать. Может быть такое? Легко. У нас такого полно по миру. Это не только там именно в нашей стране, в России, там нет. Вообще по миру. А так вообще такие вот горе в семье, когда есть жена такая вот у кого-то. Это горе семье. Может быть, если кому-то это юморно и смешно, мне было бы не смешно, если бы вот так вот ко мне жена там, или это, если его это не жена, ну, жена, если он говорит мужа, да-да-да, жена, значит, фигней бы такой вот занималась. Мы куда-то пришли, а она бы какие-нибудь такие тупые видосики записывала. Ну, ей-богу, ну... Блин, оба взрослые вроде. Ну, я понимаю, ей это прикольно, но да, мне бы так не хотелось. Слушайте, а вот как своей сказать, что за деньги на отпуск я купил себе PlayStation и выжить? Значит, предлагаю месяца 4 тебе жестко спиваться, и когда она скажет, бросай пить, я на все согласна, скажи, я приставку купил. Ты скажи, что тебе это для работы надо. Просто это сейчас единственное место, где мы с тобой без VPN созвониться нормально можем. Ярик, ну, во-первых, начни разговор с фразы «только обещай не злиться». Тогда она подойдет к новости уже немного разогретая. И когда она скажет «совсем ты обо мне не думаешь», ты достанешь второй джойстик. А? Нормально? Слушай, когда аннотации тебе начнет читать, просто R2 зажми ускорение и все. И дальше все само пройдет как по маслу. Не, ну ты скажи, что так-то вы бы за те деньги только в путешествия сгоняли, а теперь ты GTA открываешь, у тебя там и путешествие, и дом, и машина, и квартира. Точно ж, пацаны предзаказ на GTA открыли. Это, конечно, все смешно, но если подходить к этому серьезно и без приколов, то вообще ненормально жить. У тебя, допустим, жена, дети и украдкой как-то копить на PlayStation. То есть ты взрослый человек, который сам зарабатывает, да, и будешь прятать от жены там какие-то деньги. Я вот там где-то в интернете читал, как там пишет там какая-то женщина, типа, обнаружила у мужа какую-то там или третью карточку или что-то еще, на которую он потихоньку копил деньги и купил теперь PlayStation 5. Ну, буквально вот на днях видел. Приложение, как оно, Threads называется, от Инстаграма там приложение это. И получается, и как бы ее это напрягло, что ли, что-то такое. И там правильно пишет вот точно так же, что он, взрослый мужчина, не может себе купить вот такое вот развлечение. Да, конечно, покупать надо не на последние деньги. Накопить, пооткладывать. Не так, что ты просто купил PlayStation, а теперь едим хлеб весь месяц. Без мяса. Просто один хлеб на воде. Вот так вот, конечно, делать не надо. А если просто аккуратненько накопить там без вреда для жизнедеятельности, ну то есть чтобы, как говорится, еда, одежда, ну вот эти все базовые потребности, они были закрыты, тогда покупаем, да, накопили без проблем. А вот так вот это, конечно, бред, что вот есть, я знаю, мужчины некоторые прячут часть зарплаты там, куда-то там, какую-то себе заначку делают. Да что за бред? Блин, мои деньги — это мои деньги, я их никогда не отдаю. И вот жил с девушками, с женщинами уже получается, да. И я никогда им не отдавал деньги. Всегда я знал, сколько у меня денег. Я мог только какую-то часть дать, допустим, на тебе условно там столько-то денег в магазин.
Ну и то, когда я стал уже работать удаленно из дома, я уже ходил с ней вместе в магазин и просто там расплачивался. Мне это было не западло, ходить с женой по магазинам. Ну, короче, поэтому это вообще, если так, без смеха, это ненормальная ситуация, когда ты действительно прячешь и покупаешь вот так вот как-то покупки скрытно, а потом только, ну, то есть сразу это не обговариваешь на дальнике. Если тебя это так все напрягает, если ты изначально знаешь, что у тебя такая жена, так вообще нафиг тогда ее такую подобную не заводи себе, да и все. Ни чувства, ни нежности, ни ласки, ни заботы, ни внимания, ничего просто. Ты живешь сам по себе. Ох, да, я представляю, вот написано там, я проснулся минуту назад и уже сразу такой наезд. Да, я понимаю, что есть причина, ну, если подходить к этому логически, то должна быть, по крайней мере, причина вот так вот себя вести. То есть женщины, девушки просто так себя никогда не ведут, у них на это есть причина. Ну, а без причины они, по идее, не... Ну, то есть я вот, пожив с двумя, мне без причины не пилили, голову не делали. Всегда была какая-то причина. То есть, допустим, действительно мы что-то там обсудили, я должен был условно сделать, а я там это игнорирую, и потом получаю такую порцию. Ну, короче, разные нюансы. В данном случае, конечно, это такая хорошая реклама антибрака называется. Мой будущий муж должен зарабатывать не меньше 1 200 000 в месяц, чтобы меня содержать. Если вы зарабатываете меньше, то, увы, вы мне не подходите. На свои хотелки я трачу сейчас 30 000 рублей, а хочу тратить 300 000. Как минимум 2 раза в год я хочу летать за границу, но только загранпаспорта пока у меня нет. Прошлогодний муж подарил мне старенького Opel, но теперь я хочу Porsche. Квартиры у меня своей нет, живу иногда с папой, иногда с мамой. Я из небогатой семьи, и мой будущий муж должен будет купить мне дом и обязательно оформить его на меня. Также каждый день он должен радовать меня цветами и подарками, чтобы я просто улыбалась. А я буду радовать его тем, что я буду рядом с ним постоянно, так как работать я не собираюсь. А вы как считаете, 1 200 000 достаточно для содержания или все-таки маловато? Вот это офигеть! Смешно, смех, да и только. Если она серьезно, на серьезных щах и без прикола это говорит, хотя я на 90% уверен, на 95%, что она на серьезных щах. И мне кажется, дурак тот муж, который подарил ей старенького Опеля. Вообще нафиг что-то там вот так вот дарить именно как-то. Ну, такое себе. Я знаю тоже такой случай. Одна мне молоденькая там говорила. Вот с кем-то там она тоже с пареньком встречалась. Никакой не муж и жена, ничего. И он ей с какого-то перепуга новую машину подарил. Я понимаю, деньги есть, без проблем. Твои деньги, даришь, что хочешь. Но мне кажется, такое себе. Ну да ладно, у каждого жизнь своя, да, я никого не осуждаю. Но в данном случае, в какой-то деревне сидит с каким-то минимальным ремонтом и 1 200 000, я хочу чего-то, ну хотеть не вредно, вредно не хотеть и все остальное, да, но, да, очередные, заоблачные требования, и желаю ей удачи найти такого, который посмотрит на нее, на всю эту кухню, скажет, точно. Ну, и ты такой хотя бы рублевый миллионер, да, который 1 200 000 зарабатывает, такой, типа... Ну ладно, да, все, делай все, что ты хочешь, моя королева. Это ж такой отстрелянный должен быть, и я не знаю, какой-то тип. Мы сейчас с тобой репетируем, понял? Ты собрался в бар с друзьями, надо отрепетировать твое поведение, хорошо? Все, вот ты сидишь, пьешь пиво. Не делай так больше. Мой стакан. Мужчина, а можно с вами познакомиться? Извините, но я женат. Извините? А как? Ты за что извиняешься? За то, что ты женат? Еще раз. Извини. Мужчина, а можно с вами познакомиться? Нет, я женат. Что за улыбка дебильная? А как? Еще раз, последний. Что делать-то? Господи, Мужчина, спаси. Да. Можно с вами познакомиться? Нет, я женат. Ну, жена не узнает. Хорошо. Концовка самая классная, да? Вот еще одна очередная такая, типа, как ее назвать, блогерша или кто, которая снимает, ну хрень. Зачем она это делает? Да, я понимаю, это может быть постанова, просто сделано в прикол, но я знаю и верю, что есть действительно своих мужей цепляют жены и вот такую вот фигню какую-нибудь действительно на камеру снимают. Как ты себя будешь вести, да, в баре, да-да-да. Да, ну что за бред? Вообще, действительно, он уже жалеет. Но у него там слышно, там и дети у них, или один ребенок, не знаю. Ну, такое себе. Таких бы отношений я себе никогда не хотел. А знаете, концепция «его деньги». Наши деньги, мои деньги, только мои. Ну, давайте продолжим дальше. Ваши родители, если болеют, у них какие-то проблемы,
это ваша история, вот если его, это общая проблема. Если у него проблема на работе, это общая проблема, если у вас только ваша. Если вы эмоционально устали или болеете, это ваша проблема, а вот если он болеет, то это проблема общая. Если вы устали, это тоже ваши проблемы, а вот если он устал, то вы едете в отпуск. Ну или если у вас есть свой ребенок от другого брака, это тоже ваши проблемы, а вот общие дети – это общие проблемы. Ну как вам такое продолжение, такая аналогия? В общем-то, логично. Ну, по факту, да, я согласен, логично раскидала. Вот для тех вот как раз, которые кричат, что деньги мужа это общие, а мои это мои. Конечно же, можно такие же параллели, логичные цепочки, то же самое, да, говорить. И, конечно же, они сразу заверещат, скажут, да нет, ты чё. Ну, то есть двойные стандарты, как обычно. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, link something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Ну да, это точно. Там написано по-английски на видео, что когда попросил жену помочь. И там разные ситуации. Либо когда жена слишком много играется. Ну, то есть, когда слишком... Как вот в первом кусочке, когда она взяла ему, да, и он аж упал, там, мужчина этот, чернокожий. То есть, да, такие все приколы. Кто узнал, как говорится, своих жен, да, пишите в комментариях. У меня такого не было. Я помню, когда жену даже просил в машине помочь, она исправно и хорошо помогала, и не косячила. Ну, то есть, если я ей объяснял, что надо сделать, там, ну, я ее сильно ни о чем таком, ну, каким-то тяжелым не просил, там, что-то подержать, придержать аккуратненько. И все, справлялась. А тут, конечно, да. Пристегнулся? Зачем? Когда ты пристегивался, что ли? Фары включи. Не жми сильно к машине. Блядь, подожди 3 километра, я сейчас вылезу, сяду в свою машину, езди как хочешь, блядь, фары, оно мне надо, вот это вот устрой, блядь, садись сама, едь туда. Не отвлекайся за рулем. Ты что телефон там опять какие-то снимаешь какой-то или что, блядь? Нет, себя. Не жмись, почти. Сейчас, блядь, или я выйду, или ты выйдешь уже. Ты лучше сидишь. Что ты нервничаешь? Не нервничай за рулем. Не нервничай. Едь спокойно и все. Ты видишь, какое движение? Ну, покажи телефон. Ты что, снимаешь там что-то? Нет. Аккуратненько едь и все. Садись сама, да едь. Сейчас. Забрось свою тачку, блядь. Никто мне мозги ебать не будет. Какую хочу, видишь, белую. Тебе музыка не мешает ездить? Такое движение на кольце. Я такое вообще никогда не слушаю. То у тебя радио, да, я вижу, что радио. Не жмись. На кольце аккуратно, внимательно. А как ты мне говоришь, когда я еду за рулем вот так вот всегда? Куда ты там едешь? Ты там ползаешь, блядь, это не понять, что, блядь. Ситуация аварийная создаешь на дорогах. У каждого свой стиль вождения. Ну, тут да, я думаю, каждому бы из нас не понравилось, когда тебе под руку так вот что-то говорят. Это, конечно, вымораживает. Меня бы это тоже вымораживало. Тем более, это действительно отвлекает, наоборот, от вождения и может создать действительно аварийную ситуацию, если под руку. Потому что ты, допустим, сконцентрирован, а тебе что-нибудь под руку кричат. И действительно, ты, наоборот, можешь там где-то закосячить, еще и аварию сделать. Нежели когда ты сам сконцентрированно едешь, и все. Поэтому, ну, я так понял, они оба хороши, потому что раз она говорит, что он ей говорит то же самое, и она решила ему то же самое сделать. Поучить его якобы, ну, просто, да, на мозги, и он едет уже, конечно же, не выдерживает. Просто, конечно же, порою, когда мы что-то делаем, как, например, такую подобную фигню, мы, ну, не осознаем, как это влияет на другого человека, и она, возможно, проверила его.
Да и все, и он почувствовал, каково это, когда тебя подбешивают за рулем. Это видео не понравится многим мужчинам, но я все равно его запишу. В последнее время я все чаще слышу одну и ту же фразу. Женщины, современные женщины, стали более независимыми, им нужна свобода, и, видимо, это какой-то новый тренд. Но я вас разочарую. Это не тренд. Это последствия того, как изменились современные отношения. Недавно одна моя подруга познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, и потом мы обсуждали их общение, и она сказала фразу, которая меня очень-очень зацепила. Мне кажется, что многие мужчины сегодня хотят отношений, ищут отношений, но они не готовы брать за них ответственность и вкладываться в них своими поступками и действиями. И да, пригласить женщину на свидание – это тоже поступок. Но если женщина ищет действительно серьезные отношения, а особенно после 40, она ищет не того, кто красиво говорит. В это можно поверить в 20 лет. Она ищет человека, который будет подтверждать свои слова действиями. А лучше вообще не говорить, а лучше просто действовать. Потому что после 40 ты веришь только поступкам и только действиям. А если вам кажется, что жизнь женщины, современной женщины легкая, то вы ошибаетесь. Начнем с гормональных изменений, которые она переживает каждый месяц. А после 40 они еще становятся все сильнее. Эмоциональная нагрузка, ответственность за дом, за детей. Если есть работа, то еще и за работу. Все это часть ежедневной рутины каждой женщины, каждой современной женщины. И в этой ситуации ей нужен рядом человек, с которым действительно просто станет легче жить. Человек, который не только говорит, а который действиями подтверждает и делает, и облегчает ей жизнь. Поэтому, если вы сейчас ищете отношения и встретили женщину, которая вам по-настоящему понравилась, попробуйте сделать для нее то, что сегодня делает очень мало мужчин. Не говорите красивые слова, а сразу же просто спросите, что я могу сделать сегодня, прямо сейчас, чтобы сделать твою жизнь немного легче и лучше. И сразу же сделайте это. И поверьте, это увеличит ваши шансы построить крепкие отношения во много-много раз. И если кто-то из мужчин решится на такой эксперимент, обязательно возвращайтесь и напишите в комментариях, что из этого получилось. Ну да. Может быть, на 40-летних женщин это и будет влиять. А если на помладше, которых особенно планка, да хотя если у 40-летних и у 50-летних планка завышенная, они тоже там будут кричать «хочу миллионера», «хочу там». Если ты ей скажешь, что для тебя сделать, чтобы тебе облегчить жизнь, так, многие же могут сказать, что да купи мне, не знаю, квартиру в Дубае, купи мне BMW последней модели или Mercedes, Audi, там, что-то такое, да? Если с таким подходом, конечно же, могут выдвинуться неадекватные требования, и адекватный мужчина скажет, да нафиг. Лучше я снова буду, или там продолжать буду один, да и вообще, в общем, пользоваться услугами путан, нежели тут такие мозги себе делать. Ну, поэтому, тут такое себе. Советы, может быть, кому-то и помогут, но такое себе, да. Девочки, ситуация такая. Я целый год встречалась с мужчиной. У нас все было прекрасно, все было в идиллии, прям никаких ссор, никаких скандалов ни разу мозга ему не вынесла, ни он не абьюзил. Идеальные отношения мечты, прям вот все идеально. И в один прекрасный день он мне заявляет, а я остыл. Я ничего не чувствую, я не скучаю, я не знаю, как вообще такое может быть, но вот так вот, я не чувствую. Скажите, пожалуйста, что им нужно? Выносишь мозг, они уходят. Не выносишь мозг, им становится скучно, они уходят. Что происходит с этим миром? Не-не-не, да, возможно, он просто тебя получше узнал, все взвесил, думает... Ну нахрен, как тот мем, да, со священником. Ну нахрен, и все, и убежал. Просто сказал тебе, что я охладел, дело не в тебе, все, я лучше пойду своей дорогой, ты своей. Да, я говорю, он просто получше тебя узнал, если она вот говорит, да, год отношений, год это вполне хороший срок, чтобы прямо-таки довольно хорошо, особенно если ты уже живешь с человеком, либо если ты прям очень часто с ним видишься, не получится, чтобы человек скрывался так долго. Все равно он подраскроется и демка подспадет, хотя я знаю, у некоторых, и 5 лет демка держится, они были одними, или, как правило, когда при расставании человек был вроде бы норм, а при расставании настолько у него планка съезжает, да, и он такие неадекватные вещи творит. Такое, да. Поэтому тут, возможно, просто действительно он узнал, какая она на самом деле, и подумал, что надо делать ноги. Девушки, которые идут в терапию и думают, что они встретят того самого после нее, потому что проработаются, я хочу вас остановить. Не делайте моих ошибок. Я пошла и проработалась. И никто вначале вам не скажет, что у проработки с терапевтом, с хорошим, да, психологом, есть
психотерапевтом, есть очень сильная побочка. Первая побочка, скорее всего, вы расстанетесь с тем, с кем вы встречаетесь сейчас, потому что вы с ним цеплялись за какие-то травмы, а когда вы этих травм проработаете, то, следовательно, эти люди у вас просто исчезнут из окружения. Это может быть ваша вторая половина, либо, например, даже друзья. Можно даже с некоторыми родственниками расстаться, такое тоже бывает, такое тоже было. Но если вы думаете, что потом вы такая проработанная и встретите такого же проработанного классного парня, у которого нет такого количества травм, как было у вас, не факт. Вот реально не факт, потому что вы будете просто видеть сразу, кто нарцисс, кто абьюзер, кто там манипулятор, и все остальное вы будете это считывать просто на лету. И если раньше у вас были какие-то травмы, которыми вы могли бы, просто зацепиться с каким-то человеком и, может быть, даже составить семью, родить детей, там, прожить всю жизнь, на травмах, то после того, как вы проработаетесь, у вас будет ощущение, что вокруг очень-очень много травмированных мужчин, и женщин в том числе, конечно. И проработаться окончательно, разумеется, нельзя, но все же. И у вас будет ощущение, что все мужчины, которые, по крайней мере, свободны, что они все такие, что они все настолько травмированные, что сначала их тоже надо отправить к психологу, а потом, мол, пускай они вступают в отношения. Я не знаю, что с этим делать, я пока на этой стадии. Недавно у меня залетел рилс, причем залетел почти на лям, и так прошелся по интернету еще и в других аккаунтах, что меня просто, я даже не знаю, тысячи мужчин мне начали писать, с некоторыми я ходила на свидания, разумеется, там мужчины совершенно разные, бывают и странненькие и так далее, но нашла ли я среди них, с кем я могу пообщаться подольше? Нет. Спасибо психотерапевту, видимо, потому что я сразу с лета видела все вещи, почему, по какие причины, почему мне с теми или иными людьми не надо общаться. Я не знаю, с одной стороны, конечно, спасибо, потому что, как говорится, могла бы и вляпаться, а с другой стороны, наверное, и не спасибо, потому что, может быть, и нужно было бы вляпаться, не знаю, что с этим делать, но после терапии вам настолько станет классно с самой собой, вам не нужно будет одобрение чего-то, вам не нужна будет любовь извне или доказательство своей классности извне, вам вообще ничего не нужно будет извне. Вы будете настолько самодостаточная и настолько без вот этих вот травм, что зацепиться будет не за что, поэтому подумайте лишний раз. Тут вывод делаем просто самый обычный. Услышали, что проработано, делаем ноги нафиг. И никогда больше не видимся с этим человеком и никак не коммуницируем. Потому что они же думают, что они стали какими-то нормальными людьми, а они еще становятся, действительно, она это подтверждает, еще хуже они становятся. Дело не в том, что они типа видят сразу людей. Да что за бред? Чтобы понимание было людей, там не хватит какого-то курса проработки от псевдопсихолога. Там нужно годами изучать, очень много книг читать, с тысячами людей надо перезнакомиться, пройти с ними, то есть общение и так далее. То есть быть самим полноценным образование, чтобы было там психолога, не знаю сколько там, 5 лет надо, да, минимум. И тысячи людей через тебя должны пройти, чтобы сказать, да, там что-то я в этом понимаю. И то, там только будет маленькая часть, ты только будешь понимать только этих 1000, а не прям каждого по щелчку. Поэтому это просто надо делать ноги. Хорошо, что мне такие не попадались. Надеюсь, не попадутся. Да и вообще, они, как правило, они хотя бы благо пишут в анкете, я там самодостаточная, я проработанная. Что-то такое, все. То есть с такой никогда не общаемся. Ну а где-нибудь ты так вот нечаянно зацепишься в реале, да? Невзначай зазнакомишься, и тебе покажется хороший вариант. Она может быть такая. Но она, как правило, я говорю, они по-другому себя совершенно ведут. Там они думают, что адекватные, а на самом деле адекватность, наоборот, у них съезжает в другую сторону. Поэтому такое себе, да. В последнее время все чаще и чаще мне попадаются ролики, где женщины уже 40+ начинают рассказывать, как им классно без мужчин, что они такие сильные, что они такие независимые, и что они там всего добились сами, у них есть деньги, и типа им больше ничего не надо. И, честно сказать, меня это пугает обесценивание мужчин. Получается, что мы типа стали такими классными, крутыми, мужчины нам не нужны, сами же обесцениваем вообще вклад мужчин в нашу жизнь, и вообще в принципе мужчин, и потом хотим, чтобы они там совершали какие-то поступки, что-то ради нас делали. И вот как будто бы это супер нелогично, меня это возмущает. Да, можно быть счастливой одной, но когда рядом с тобой достойный мужчина, это же намного круче. Но для того, чтобы так было, это нужно, как минимум начать уважать мужчин. А сейчас вот этот тренд, что я сильная, независимая, без мужчин, честно сказать, я вообще его не понимаю. Не, хоть одна не понимает этот тренд, уже хорошо.
Если она, конечно, говорит искренне, ну, уважуха, да, что она хотя бы это понимает, что действительно это привело и приводит к плохим последствиям. Ну а что ты агрессируешь, я не понимаю? Я не агрессирую, потому что прошло уже несколько дней. Неужели ничего нельзя придумать, что сделать? Значит, ты меня просто не любишь, я уже это Да люблю я, просто сейчас денег как бы нету, я пока не придумал, что сделать. Мне кажется, я уже говорила о том, что не обязательно делать что-то денежное. Я не знаю, навал цветов, сейчас лето. Костя, ты придумай что-нибудь. Мне надоело уже, это вот честно. Вообще вот на всю эту ситуацию, на мои внутренние переживания, на том, что у меня уже опухли. Ты что, чемодан притащила? Потому что ты сегодня ночуешь на вокзале. На вокзале? Вот это вот твои съемки, которые тебе просто, я тебе что, какой-то реалити или жена твоя? Что делаешь-то? Я говорю, ночуешь ты сегодня. Да не пойду я никуда. Нет, ты пойдешь. Я думаю, что ты творишь вообще? Что делаешь? Я сказала, вот если тебя когда-нибудь что-нибудь дойдет, тогда ты позвонишь, ладно? Позвонишь, телефон, Ну, в целом, да, мы, конечно, не знаем всей ситуации, что там конкретно произошло, но ведет себя он, конечно, так себе. Если там действительно на нем косяк, то вопросов zero, как говорится. Потому что, ну, мало ли, да, действительно, там может быть... Хотя о чем она просила? Если она говорит, пошел нарвал, то есть я так понимаю, что она хочет какого-то внимания. И элементарно, хоть с клумбы нарви цветов принеси, не обязательно покупать где-то там в цветочном, да, дорогие цветы. Ну, вроде бы оно логично, и с другой стороны, нет ни одной такой девушки, женщины, которая не хочет какого-то внимания, которая готова сидеть там 30 лет замужем, и ей вообще это не интересно, но они так природа, у них такая, они так устроены, что иногда надо это делать. Не каждый день или вообще, ну то есть как-то надо понимать просто, что женщинам, девушкам это надо. Если мы говорим за какие-то такие вот небольшие, легкие, не поездка в Бали, там, а такие какие-то обычно человеческие внимания, ну да, почему бы и нет. Если тут в этом дело, то да, конечно, не очень, значит, он ведет. А если в другом, ну, мы уже не знаем. В 2025 году, я думаю, что вы знаете, была огромная волна разводов, и сейчас тоже они продолжаются. В 2026 году невероятно огромное количество женщин сами пошли и развелись с супругом. История о том, что я развелась с ним не потому, что он не заботится обо мне, не потому, что он плохой отец, пьет и так далее. Наоборот, он очень заботливый, он очень отдающий, он очень хороший человек, но... И здесь было очень много «но». Но он не развивается, условно, но он не амбициозен, но он не имеет со мной эмоциональной связи. И по моему субъективному мнению, большая часть этих браков разрушилась не потому, что виноват мужчина. И я знаю, на какой тонкий лед я сейчас ступаю, потому что как будто бы я сейчас не защищаю женщин, как будто бы я против женщин. На самом деле ровно наоборот. Я за женщин, я за правду. Я в целом всегда за правду. Половина из этих браков, скорее всего, были бы счастливы дальше, если бы женщина распознала в себе огромную дыру и уязвимость, которую она постоянно пыталась закрыть своим мужчиной, но это бесполезно, и она от него очень много требовала, каким он должен быть. И он никогда не смог бы стать таким, а это значит, что она подтягивала его под свой идеал. И вместо того, чтобы признать, что история во мне не проблема, это моя боль, мне нужно с собой разобраться и отстать от человека, они пошли и развелись. Ребят, но если вы любите друг друга, никогда не отказывайтесь друг от друга, потому что вам друг без друга будет еще сложнее. Это непростой путь, но если вы чувствуете, что это ваш родной человек, оно того стоит. Оно стоит того, чтобы вы пошли оба в свои уязвимости и поддерживали друг друга. Не-не-не, какую-то она фигню наговорила, вообще полную фигню, что да, вот я не знаю, в 25-м году я первый раз слышу. Напишите в комментариях, если кто знает за это. Я не знаю, чтобы там именно почему-то в 25-м многие развелись. Почему в 25-м, я не знаю. Как будто бы у нас каждый год не разводятся. 80% у нас статистика вообще в целом, по-моему, по России разводов. И это, по-моему, из года в год только растет, что ли, я не знаю. Вот, а так, конечно, фигню наговорила. Тут нелогичная фигня, конечно, что если действительно он хороший, заботливый там отец, туда-сюда, заботится о тебе, то в смысле у вас нет эмоциональной связи? А что это тогда, если он заботится и изначально так делал, и это всех устраивало? И не это ли нормальность? А то, что она говорит, это, конечно, какая-то фигня и ненормальность. 80 баксов потратил. 80 баксов за 2 кофе, круассан и гребаная буррито. Ну их нафиг эти свидания, больше не пойду.
А не пошла бы ты нахрен. Ну да, прикол засчитан. Напишите, у кого такое было самочувствие после реально свидания. У меня не было, просто потому что у меня не было таких каких-то прям свиданий в ресторанах, кафе, чтобы я действительно там потратил хоть такую сумму, хоть больше, хоть меньше. Обычно как-то у меня просто была где-то нейтральная обстановка на улице, не знаю, где-то как-то. Ну, я просто как-то, не знаю, видимо, такие попадались мне девушки, женщины, что более простые и не требовали сходу всех этих ресторанов, кафе, там, не знаю. Мужчины, вы такие сыкуны. Я даже не знаю, как вам еще сказать. Я сейчас иду домой с работы. Вот так примерно выгляжу. И мне каждый первый мужчина, который стоит в компании, или который один идет, подмигивает, или смотрит, или просто говорит «привет». Я говорю «привет», узнала? Я говорю «конечно». И дальше дело не идет. Потому что у нас мужчины боятся отказа. Они боятся, что им скажут, если они подойдут вдруг познакомиться, что я не буду с тобой знакомиться. Но кто у нас не боится? Кто? У нас не боится знакомиться взрослое поколение, да? То есть молодежь максимум поздоровается, подмигнет или скажет «вау, какая», а все остальные у нас спокойно это делают. Вот пару человек, пока я шла, позвали меня в ресторан, я с ними не пошла. Потом подходили мужчины, которые хотели взять только номер, я им тоже не дала. А молодежь, ну то есть те, которые мне действительно интересны, да, ну хотя бы моего возраста, там помладше, чуть-чуть постарше, они идут, подмигивают и все на этом. Мужчины, вы что? Столько девушек одиноких и свободных ходит. Что вы боитесь? Кто вас укусит? Вам максимум скажут нет. Это максимум. Все. Гля, блин, я не пойму, что ты жалуешься, блин? Вон тебе пачка целая, и в ресторан тебе, и номера тебя просили. Еще и перебираешь харчами, ё-моё, бери, что дают. Ё-моё, тебе и так там уже ЧСВ такое завысили, такая планка, по ней же видно, что офигеть, ей там крышу завысили, ого-го. И зовут направо-налево, еще возмущаются. А вот тех, которых бы я хотела, только подмигивают и не подходят им, или это сыкуны. Да что за бред? Да, возможно, им вообще пофигу. Ну, может, они что-то бы, конечно, те, которые что-то там тебе подмигивают и хотели бы. А так, по большей части, сейчас вообще пофиг. Ходят по своим делам. Надо тебе, иди сама знакомься. Это только такое можно сказать. И на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите свое мнение в комментариях. И всем пока.